Фельдмаршал Кейтель умирал на виселице 24 минуты. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция фашистской Германии. От имени последней свою подпись под документом поставил генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования Вермахта. А 16 октября 1946 года по приговору Международного трибунала в Нюрнберге он был повешен вместе с другими нацистскими преступниками. Справедливо ли казнили военачальника, который, как утверждают историки, противился нападению на Советский Союз? Судите сами. Талантливый интриган Кейтель сделал головокружительную карьеру. Он помог свалить Герингу военного министра фон Бломберга, на дочери которого, к слову, был женат его сын. Это удалось сделать с помощью компромата на новую жену главы военного ведомства, которая якобы в молодости занималась проституцией. В результате Вилли обхитрил самого Германа Геринга, в обход которого стал вторым человеком в армии после самого Гитлера. За 2 года из полковника он превратился в генерал-фельдмаршала. Действительно, Кейтель, который в 1931 году посещал Советский Союз с военной делегацией, противился нападению на нашу страну. Но в результате продемонстрировал полную лояльность к фюреру, впредь поддерживая все его преступные намерения. 13 мая 1941 года он завизировал приказ, согласно которому на территории Советского Союза любой офицер без суда и следствия мог убить любого местного жителя при малейших признаках сопротивления. Нигде в покоренной Европе так нацисты вести себя не смели, соблюдая хотя бы видимость законности. Также он полностью поддержал инициативу расстреливать всех евреев и политруков на месте. А за каждого убитого немца предлагалось истреблять от 50 до 100 коммунистов. Надо ли объяснять, что в партии тогда состояли не только руководители, но и передовики производства, лучшие хлеборобы, заслуженные учителя, другие видные представители интеллигенции. Все они могли быть расстреляны в любую минуту из соображений мести. 7 декабря 1941 года Кейтель поставил свою подпись под приказом «Нахт und Нибен» – «Мрак и туман», согласно которому лица, представляющие угрозу безопасности Рейха, должны бесследно исчезнуть во мраке и тумане. Иными словами, разрешалось уже убивать не только тех, кто сопротивляется, но и любого, кто покажется опасным и подозрительным. Именно Кейтелю была отведена историей позорная роль подписания безоговорочной капитуляции. Он явился на церемонию с маршальским жезлом, поприветствовав делегации союзников по антигитлеровской коалиции. Но никто на его приветствие не ответил. С подписанием связана любопытная байка. Якобы, увидев в зале представителей Франции, Кейтель иронично воскликнул как: «Мы еще и Франции войну проиграли». Уж он-то прекрасно знал, кто разгромил его первоклассную армию, которая считалась лучшей в мире. Через 4 дня он был арестован британской полицией и пристал перед трибуналом. Как германский офицер, я, само собой разумеется, считаю своим долгом держать ответ за все, что я делал, даже если это было неправильным, заявил он в своей речи. Было ли то моей виной или сплетением жизненных обстоятельств, четко различить удается не всегда. Но для меня невозможно одно – возлагать вину на солдата, находящегося на переднем крае, или на унтер-офицера, чтобы тем самым снять ответственность тех, кто занимал самые высшие посты. Однако благородные речи не тронули судей. Слишком было много крови невинных жертв на его руках. На эшафоте он заявил: «Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более 2 миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями, во имя Германии». Уже с петлей на шее он воскликнул: «Германия превыше всего». Смерть не была к нему милосердна. Он мучился целых 24 минуты. Хотелось бы надеяться, что в смертельной агонии ему виделись сотни тысяч убитых по его приказу пленных солдат и мирных жителей, женщин, детей и стариков. После того, как Кейтель наконец умер, было решено привязывать груз к ногам осужденных, чтобы они поскорее уходили из жизни. Прах казненных палачей, как известно, развеяли по ветру.